Грибами мы больше пока не балуемся. Жареноски вот. Привет китайцам. Рома сушит пенек вот такой. Есть рыба у нас. Вот два окушка. Класс. В общем, день только начинается. Земля, прощай. Продолжаем чревоугодничать. Ладно, ребят, мы все попробовали. Теперь мы будем есть. Поднялся сильный ветер. Вот, может быть, сейчас будет слышно, я помолчу. Привет, друзья. Утро 7-го дня. Варю кашу гречневую с молоком сухим. Что-то захотелось молочной каши. Ой. На улице холодно, опять же. Пар изо рта. С утра, когда вылезал из палатки, солнце немного светило. Но тучи опять все закрыли. И, скорее всего, день будет опять такой облачный и пасмурный. Никак не удается поймать солнце. Был только один день, когда мы ловили щук на озере. Сегодня планируем заниматься делами в лагере. Ром хочет сделать баню. Я хочу просушить спальник. Есть рыба у нас. Вчера мы засолили половинку кумжи. Кумжа была небольшая. Половинку пустили на сашими. Там еще остался кусочек. Сегодня еще, наверное, сашими сделаю. Вчера делал Ромка на скорую руку резал. Сегодня я так постараюсь красиво все нарезать. Половину сига засолили тоже. У нас еще осталась щука. Есть уха, которую мы вчера варили. В принципе, еды хватает. Грибами мы больше пока не балуемся. Первые дни наелись. Жареноски вот. В кадр попадают, ну уж извините. Надо сушить. Немного сгущенки. Так, для вкуса. Кстати, пачка. Мы ее положили в схрон в прошлом году. И в этом году она нормальная. Все, как в холодильнике тут перезимовала. И немного посолить. Все. Еще тут Рома сушит пенек вот такой из воды. В прошлом году достал. Окатанный пень. Много лет в озере его на ветру об камни било, обкатало. Вот он в прошлом году его нашел. В этом году мы его забрали со старой стоянки. Ну, вообще классно мы его оборудовали. Здесь стояла палатка. Вот он его сушит все. Поэтому у нас тут такая фиговина стоит. Занимается он обработкой своей разделочной доски вот этой. Шлифует ее все. Вот еще осталась уха вчерашняя. О. Попозже поедим. Еще у нас целая тарелка жареной рыбы. Небольшой хариус. Ну это так. Попалось несколько мелких. Захотелось как семечки их погрызть, пожарить. И это щука, филе. В общем, день только начинается. Солнца, наверное, не будет. Вот, кстати, затянуло все тучами опять. Сейчас покажу. Вот там было солнце, но
Скорее всего, его сегодня не будет. Чагу. Вот. Небольшой кусочек. Надо будет ее почистить. Вот от этой всей березовой коры. Вот эту черную часть срезать не буду. Вот под ней самые полезные вещества в чаге. И в принципе, когда ее срезаешь, самое полезное вырезается. Поэтому снимать только вот эту кору, а вот это все черное оставлять. Ну, сегодня буду заваривать, покажу, как и что. День только начинается, и будет что интересное, обязательно покажу. Как может быть, как будем строить баню, если будем, и какие-то работы по лагерю. Всем хорошего дня. Вот еще вспомнил. У меня сломалось зарядное устройство для аккумуляторов, для камеры. Привет китайцам. Вот. Поэтому теперь аккумулятор заряжать можно только через камеру саму. И не знаю, как все это буду стыковать, чтобы снимать и успевать заряжать. На холоде аккумулятор разряжается очень быстро. Я в кармане ношу такую пачку просто. Меняю их постоянно. Вот. Сижу, мучаю зарядник, но что-то он не работает. Такие дела. Решил добавить к каше немного ягод. Здесь очень сочная спелая брусника, аж бордовая. Вот собираю. Вот, посмотрите, какие шикарные сочные ягоды. Просто бордовые. Вот. Уже самые-самые спелые. Не такая вот красненькая брусника, а прямо зрелая, бордовая. Для меня было бы удивительно, если бы я собирал ягоды и сам бы их сразу и не съел. Это просто обалденно. Брусника такая сочная, такая зрелая. Просто класс. Аж перезрелые ягоды вон трескаются в руках. Хоть не уходи. Вот я сейчас еще здесь возьму. Опа. Так. Листики долой. О, классные ягоды. Я собрал пол вот такой большой кружки. Пойду в лагерь. Да, белая была она посимпатичнее, чем такая. Ну и ладно, молоко в каше.
В общем, ее надо есть сразу, как она только сварилась, а не ждать. Да ладно. Не, ну она такая была прям классная. Я ж котелок Я понимаю, открывал. что ты расстроился, но жаргу молоко там внутри. Хватит. Более-менее накидал. Неиспользованная рогатина для костра. Я хочу ее использовать для копчения. Надо обязательно снять кору. Горчит. Сегодня сосну расщепляли вот так вот. О, расщепляли сосну и весь нож смоли. Три кусочка, я думаю, мне хватит на коптильню. Сижу на ящике. Вот такая стружка не подойдет. Такие щепки. Такие я настрогал. Вот, я думаю, хватит. Что, я окуня тогда поставлю? Ага, конечно. Блин, Костян, у меня проблема. Чего, приманку забыл? На лавке там, что ли? Ну, блин, где-то в лагере, просто вот это. Сейчас гляну. Афина! Земля поражает! Земля, прощай.
котелок от ухи на мне, поэтому я тут мою его. Уже разок черпанул, поэтому аккуратно захожу. Весь нож в смоле. Буду чистить. Сейчас еще здесь немного сниму. Вот так. Почти чистый. Ну вот, все, смола ушла. Лимончик. Готовлю коптильню. Поддон такой вот. Решетка. Но это коптильня. Найдена мне в прошлом году. Поэтому какая уж есть. Вот два окушка. Один побольше. И один поменьше. Крышка не очень плотная, поэтому буду придавливать камнями. Такие хорошие угли тут. Вот. Ну, не совсем угли. Вот такие головешки. И коптильня. Сейчас посмотрим, что получилось. Мне самому интересно. О. По-моему, отлично.
Даже не передержал. Ну, может, только чуть-чуть. Ну, вроде бы вообще шик. Вот такие окуни получились. Акушарики. Не передержал, по-моему. Светленькие. Ну, вот если чуть-чуть только хвосты и здесь. В общем, пишите в комментариях, как вот эти окуни, передержанные или как надо. Мне интересно узнать, потому что с копчением я редко занимаюсь и не очень дружу. Получились вот такие окуни. По-моему, очень даже. Вот и вот. Класс. Как выглядит красиво. У нас тут получится не поход, а гурманный тур. Сашими будем еще сегодня? Или уфу? Не, вот наверное, просто На завтра. А, мы же жарить еще хотели. О, У нас же еще печень да, вот там тарелку надо пожарить. и брюшки кумжи И сюда. и сига. Так, по духу и так оставили, Ну, наверное. конечно, по духу оставим. Голова кумжи. Писежок пошел. Еще один кумжиный хвост. Слушай, ну она у нас будет наваристая вообще. Очень наваристо. Тут просто жир сверху плавает. Держи. Сейчас я выпущу. Сегодня мы сделали все красиво. У тебя тут что, в брюшке, спинки или только спинки? Это остаток вчерашнего. Это значит брюшка. А, нет, это спинка. Вчера оставалось. Так, я начну со вчерашней. Ну что, надо выключать камеру, чтобы не видно было, как мы это все едим. Вместо этого васаби. Вместо имбиря. Ну да, я имею в виду, перепутал я. Вместо имбиря. В общем, Освежает. освежает.
Можно заново вкус чувствовать. Не, ну, так, и сегодняшняя свеженькая. Ну, посмотрите, какая. А, Да. о, как две разных рыбы. Вчерашняя такая чуть-чуть подсохшая. Ну, подвялилась чуть-чуть. Ну да, она немного такая плотненькая, а это прям такая жирная-жирная. Ну это брюшко еще. Друзья, это очень вкусно. Ночь, Кольский, да, костер. Ну, поздний вечер, я думаю. Ну, все равно ночь темно. И свежие сашими. Ой, слушай, с грустичкой хорошо. Брусничка очень хорошо. Мне тоже понравилось. Продолжаем чревоугодничать. Черена, жареная печень, щуки, икра окуня, Яйца окуня. икра будет. Ну как Яйца, икра, посмотри. Какая это икра? Это яйца. пускай будут яйца, для меня икра. Так, брюшки кумжи. Чего еще? Икра сига. А, икра сига. Какая это икра, это яйца. Нет, это уже икра. Вот это вот яйца. Вот, яйца. Вот это вот Ну, икра. пускай будет так. Ну, печень кумжи. А, еще печень кумжи, не только щуки. Вот я с нее начну тогда, печень кумжи. Так. Сейчас разрежем, посмотрим. О, смотри, как паштет. Угу. Так и есть она и на вкус. Я помню, я делал ее, ну, засаливал. Такую однодневную засолку. Ну, всякие специи. Давай, бери. М? Бери Кого? печень кумжи. Взял. Вот так вот. Опа. Серьезно? Да. Ну давай. М. Ну скажи, что это невкусно. Это паштет. Паштет в жестком кляре. Поляри. С соевым соусом. Да. Это божественно. Так, икра сига. Не она. Почему? Она. Она. Сейчас мы ее... Да, она. Пробуем. Рассыпчатая. Да, неплохо. Ну, я бы даже сказал, вкусно. Это у нас печень Щуки. Печень щуки. Да, она уже другая. Угу. Консистенция. Совсем не паштет. Прям печень-печень. Ну да, плотненько, да. Печеночка. Еще кляр жесткий. Ну, она сам по себе плотная. Угу. Мне кажется, если там был классный контраст. Там прям совсем. Угу. Чего у нас еще такое? Яйца. О, яйца окуня. Их сложнее всего прожарить обычно. Они Сейчас мы плотные. вот так вот тоненько этот кляр снимем. Прожарить. И вот так. Раз. И два. Ну скажи, ты видишь там икру? Нет. Это яйца. Она просто очень мелкая. Вот. Видишь, смотри, какая маленькая. Да это просто яйца. Возьми любые бычьи или Вот, козьи посмотри. яйца. Посмотри, там меленькие. Да они там так же выглядят. Ну ты хочешь сказать, что все окуни вылупляются прямо из яйца, что ли? Они же из икринок вылупляются. Это кассетная
форма Все равно. размножения. То есть яйцо одно, а их оттуда вылупляется 1000. Ладно, давай пробовать лучше. Очень нежненько. Да. Так. Брюшки. Брюшки семги. Не, сига надо найти. Сига, это что у нас? Ну, похоже на сига. Или это кумжи? Не, похоже на сиговые. Давай сиговые. А мы его сейчас разрежем, посмотрим. Белый. Это Сиг. сиг. Так. Вкусный. Он в конце так. Сладенький такой. Интересно, может быть, ему не нужен соус? Давай без соуса. Бруснички. Чтоб соус. Ладно. Освежает хорошо. Да. Нет, у него есть, конечно, свой вкус, но и у имбиря он есть. Как? У него очень тонкий вкус, Угу. поэтому соус ему все-таки был лишним. Перебивает. Ищи кумжу. Во, это она. Это печень. Печень. Это печень. Не, Нет, это такая- кумжа. О, это такая нежная кумжа, ничего себе. Да, это кумжа. Прям взял ее, она как печень. Мгм. Так, надо еще кусочек. Ну, давай сначала без соуса. Давай. Как это вкусно. Кумжа есть кумжа. Что печень, а что брюшки. Да. Да. Хорошая рыба. Так. Я думаю, с соусом будет не хуже. М. Если не лучше. Ладно, ребят, мы все попробовали. Теперь мы будем есть. Или жрать. Или жрать. Ну, в общем, все. Всем пока. Ням-ням-ням. Понеслась. Мы тут нашли еще зачатки икры кумжи. Сейчас мы будем В жареном виде. да, ее пробовать. Тут как раз нам по чуть-чуть. О. Я буду с соусом. А я без. Ну давай. А я чуть-чуть так раз. И печенью закусить. В этой рыбе все нежное. Очень, да. Да. И печень кумжи. Давай. Раз уж мы начали. Слушай, икра. Прям. Угу. Прямо клинки. Да. С печенью все понятно. А это паштет. Просто. Все, хватит. Выключились. Друзья, вот и закончился
мушкара. Вот и закончился 7-й день моего похода по Кольскому полуострову на озеро. Сегодня был такой расслабленный день. Занимался всякими делами в лагере. Ходил, рассматривал окрестности. Занимались мы с Ромой обжираловкой. Готовили много еды и все это ели. Так как на улице очень холодно, у нас накопилось довольно много рыбы. Ну, относительно там печень, щуки вот мы копили. Печень кумжи накопилась. Вот. Ну и такие вот всякие штуки от рыбы. Вот. Самой рыбы немного. Засолили кумжу. Делали сашими из сига вчера и кумжи. Ну, на скорую руку. А сегодня сделали хороший сашими из кумжи. Славно поели. Потом нажарили всяких деликатесов в виде печени, там брюшек, икры. Все это поели тоже. Было очень вкусно. Долго сидели у костра, болтали. Времени сейчас 35 минут 12. Сейчас буду ложиться спать уже. Поднялся сильный ветер. Хотя вечер был очень такой тихий. Вот может быть сейчас будет слышно, я помолчу. Даже палатка немного играет на ветру, колышется. Не ожидал я такого, конечно. Думали, завтра будет хорошая погода. Но теперь даже не знаю. Здесь такая, как мы ее назвали, постоянная, нет, переменная, постоянная облачность. Вот так вот. Не очень повезло нам с погодой. Рыба клюет неактивно, холодно. Но мы стараемся и, в принципе, довольны. Домой пока не собираемся. Вот, Ром планирует строить баню. Сегодня там пилил какие-то палки, гнул. Вот. Хотел сегодня все сделать, но завтра, скорее всего, будет делать, если позволит погода. Вот. Мы все собираемся сходить на одно новое озеро. Но пока нам туда не добраться. Потому что идти по большому озеру несколько километров. И если будет опять сильный ветер, сильные волны, то мы, конечно, не будем это делать. Будем ловить рыбу в ближайшей бухте там. И все. Не выйти даже будет к островам с каменными грядами, где много хариуса всегда. Вот. В этом году с хариусом у нас тяжко, потому что нам не порыбачить в интересных местах. Какие еще новости? Нашел я сегодня здоровенный ящик. Будем делать из него холодильник, скорее всего. Закопаем в землю. И будет у нас там такой холодильник под землей. Потому что здесь за полярным кругом, в принципе, на глубине метр всегда в земле очень холодно. Можно хранить продукты смело. Так что такие дела. Вот. Гуляю по окрестностям, любуюсь красивыми видами, хожу на рыбалку. В общем, поход проходит классно. Всем доброй ночи. Завтра увидимся. Пока.